Глава 101. Гильдия странников. Ло Мэн вздрогнул, увидев перемену в поведении Ханли, и вздохнул. «Прошу, не гневайтесь, собрат Даос. По правде говоря, даже я сам не совсем уверен, как это произошло. Все, что я помню, это то, что мои раны стали слишком тяжелыми, и я потерял сознание, оставив свои последние слова. Лишь несколько дней назад я внезапно очнулся и понял, что уже погиб, и только эта нить ауры моей души осталась в этом цветке рождения души. Если ты проснулся несколько дней назад, почему же не показался? Почему продолжал прятаться в этом цветке рождения души?» — спросил Ханли. «Ну, во-первых, я слишком слаб в своей нынешней форме и рисковал мгновенно распасться, покинув цветок. А во-вторых, я опасался вашего присутствия», — несколько неуверенно ответил Ло Мэн. «Ты узнал меня?» — спросил Ханли, слегка нахмурив брови. «По правде говоря, после пробуждения я смог использовать слабую связь, которая все еще оставалась у меня со статуями на острове, чтобы увидеть, что происходило во время молитв моих потомков. Таким образом, я узнал о ваших усилиях по защите нашего острова Темной Завесы», — ответил Ло Мэн после небольшой паузы. Ханли молча наблюдал за миниатюрной черной фигуркой перед ним с холодным выражением лица. Судя по всему, Ло Мэн говорил правду. После его гибели часть ауры его души каким-то образом была втянута в цветок рождения души, обладавший способностью порождать души. После этого эта нить ауры слилась с цветком, и именно так ей удалось избежать обнаружения Ханли. Теперь, когда цветок созрел до определенной степени, его способность собирать души усилилась, позволив этому обрывку ауры сформировать временный фрагмент души. Несмотря на то, что временный фрагмент души был подкреплен заклинаниями Ханли, судя по его заикающейся речи, он, скорее всего, не сможет долго поддерживать эту форму. Ло Мэн становился все более неуютным перед молчанием Ханли и сказал робким голосом: «Прошу простить меня за то, что я остался скрытым и пытался обмануть вас, собрат Даос. Я знаю, что вы тоже стремитесь к пути земного бессмертного, поэтому я не питаю иллюзий, что вы можете помочь мне вернуть физическое тело. Если вы пообещаете мне продолжать защищать мой народ, я готов ответить на все ваши вопросы в меру своих возможностей. Будьте уверены, я в некоторой степени обязан вашему клану Ло, поэтому я буду защищать ваш народ, пока обстоятельства позволяют мне это делать», — ответил Ханли. «Я верю вам, собрат Даос Лю. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте. Я обязательно расскажу вам все, что знаю», — сказал Ло Мэн, решительно кивнув. «Во-первых, давайте поговорим о гильдии странников, о которой только что упомянула эта маска. Что это такое?» — спросил Ханли, взглянув на маску быка, которая все еще висела в воздухе. «Посмотрим, как бы это объяснить. Гильдия странников — очень загадочная организация, поэтому я не знаю о ней слишком много, и я присоединился к ней только случайно. Однако, именно благодаря этой гильдии я смог достичь всего, чего достиг», — ответил Ло Мэн после небольшой паузы. «А не могли бы вы рассказать подробнее?» — спросил Ханли, приподняв бровь. «В прошлом мои способности к совершенствованию были довольно посредственными. Несмотря на то, что я столкнулся с некоторыми возможностями и кое-как добрался до стадии интеграции тела, я постоянно упирался в узкое место в совершенствовании и не имел никакой надежды на дальнейшее продвижение. После этого я получил все виды ресурсов для совершенствования и наставления в искусствах культивации от гильдии странников, и в результате смог быстро продвинуться в своем совершенствовании, прорвавшись к стадии Великого Вознесения, прежде чем вознестись к бессмертию. После этого я продолжал культивировать бесчисленные годы, не имея возможности проявить какие-либо силы законов, и только с помощью гильдии я снова смог стать земным бессмертным. Наверняка гильдия странников не просто так предоставила вам всю эту помощь», — сказал Ханли, приподняв бровь. «Конечно, нет. После того, как я стал бессмертным, мне пришлось вернуть все ресурсы для совершенствования, которые я израсходовал. Для этого я должен был служить гильдии странников десятки тысяч лет без компенсации, прежде чем, наконец, смог вернуть свой долг. Однако после этого я решил остаться в гильдии, чтобы сохранить свой статус члена», — объяснил Ло Мэн. «Есть ли какая-то выгода от того, чтобы оставаться членом гильдии даже после того, как ты станешь бессмертным?» — спросил Ханли. «Действительно, собрат Даос Лю. Гильдия странников гораздо более таинственная и могущественная организация, чем обычный человек может себе представить. Кроме того, гильдия отстаивает политику равенства, где каждый может обмениваться с другим чем угодно. После того, как 10 тысяч лет назад я получил серьезное ранение, я смог обменять у гильдии цветок рождения души, чтобы восстановить аватара земного божества», — объяснил Ло Мэн. «Это довольно интересно», — задумчиво произнес Ханли, поглаживая подбородок. «Не будет преувеличением сказать, что вы можете получить практически все, что угодно от гильдии странников, если только можете себе это позволить. Вы даже можете нанять могущественных союзников из гильдии, чтобы они помогли вам убить врагов.
Ломен, казалось, вспомнил какие-то прошлые воспоминания, и в его голосе проскользнула нотка волнения. Наверняка все должно быть сбалансировано. Если есть так много преимуществ от пребывания в гильдии странников, то, я уверен, вы должны платить высокую цену, чтобы оставаться в гильдии, верно? Спросил Ханли. Действительно. Гильдия странников — это не та организация, в которой можно оставаться по своему усмотрению. У гильдии очень строгие правила, и на низших уровнях, чтобы сохранить статус члена, нужно либо периодически предлагать гильдии большое количество ресурсов, либо выполнять задания, выпущенные вышестоящими. В противном случае вас не только выгонят из гильдии, но и заставят заплатить невообразимую цену, ответил Ломен с кривой улыбкой. Какие задания они выпускают? Спросил Ханли, и в его глазах появился проблеск интереса. Мне немного стыдно в этом признаться, но на самом деле я выполнил только одно задание, выпущенное гильдией, и оно было чрезвычайно опасным. Именно во время этого задания мой аватар земного божества был уничтожен, защищая меня от смертельного удара, оставив только голову. Мое основное тело также было серьезно ранено, но мне посчастливилось спастись, ответил Ломен. После этого задания ты, должно быть, уединился в этой секретной области, чтобы восстановиться, выращивая этот цветок рождения души, верно? Спросил Ханли. Верно. Именно с этого момента я больше не участвовал ни в одном из заданий гильдии. В течение следующих нескольких тысяч лет я всегда поддерживал свой статус члена гильдии, собирая ресурсы для подношений, ответил Ломен. В таком случае, как ты погиб в конце концов? Даже если твой аватар земного божества был полностью уничтожен, это, конечно, не представляло бы угрозы для твоей жизни. Кроме того, голова твоего аватара земного божества все еще осталась нетронутой, так что ты можешь продолжать использовать силу веры, сказал Ханли с недоумением в голосе. Ломен замолчал, услышав это, по-видимому, погрузившись в воспоминания о прошлом. Только спустя долгое время он покачал головой и ответил унылым голосом: «Я уже оправился от ран, но из-за разрушения моего аватара сила законов, которой я мог владеть, была очень ограничена. Поэтому я скрывался в этой секретной области более 8000 лет. Но внезапно один из моих врагов каким-то образом сумел выследить меня. В результате у меня не было выбора, кроме как выйти из этой секретной области и встретиться с ним лицом к лицу. В конце концов, я смог убить его, но во время битвы получил серьезные ранения. После этого я смог вернуться в эту секретную область, но мои старые раны усугубились новыми, и я не смог оправиться, и если задания настолько опасны, гильдия, конечно, не станет посылать кого попало для их выполнения. Может быть, все низшие члены гильдии странников — существа того же уровня, что и такие боги-предки, как ты? Спросил Ханли, слегка нахмурив брови. «Боюсь, я этого не знаю», — ответил Ломен, покачав головой. «У тебя может не быть знакомых в гильдии, но раз уж ты побывал на задании, конечно, ты встречал некоторых других членов гильдии», — сказал Ханли. «Позвольте мне объяснить, собрат Даос. Члены гильдии странников встречаются только во время выполнения заданий, и вне этого контакты не поддерживаются. Кроме того, во время собраний членов гильдии все должны носить специальные маски, переданные гильдией», — объяснил Ломен. «Это та маска, о которой ты говоришь, верно? Это действительно довольно особенная маска. Ты уже давно погиб, и все, что осталось, это нить ауры твоей души. Я бы сказал, что мое духовное чувство сильнее, чем у обычного бессмертного моего уровня, но даже я не смог ничего обнаружить, а она все же смогла обнаружить твое существование», — сказал Ханли, указывая на маску быка. «Это не единственное, что примечательно в маске. Она не только способна полностью скрыть внешность и ауру своего владельца, но и служит сокровищем, облегчающим общение между членами гильдии. Как только кто-то теряет свои членские права, маска немедленно самоуничтожается», — ответил Ломен. «Что ты собираешься делать с тем, о чем только что говорила маска?» — спросил Ханли. «Что я могу сделать? В моем нынешнем состоянии я никак не могу сделать то, о чем просит маска. Даже если гильдия пришлет людей для расследования, к тому времени, как они доберутся сюда, я полностью исчезну с лица этого мира. Однако, если они попытаются наказать мой народ за мои проступки, я надеюсь, что вы сдержите свое обещание и поможете моему народу избежать этого кризиса», — ответил Ломен с обеспокоенным выражением лица. «Ты говоришь об этом так легко. Если гильдия странников действительно так могущественна, как ты утверждаешь, как я смогу в одиночку защитить этот остров темной завесы?» — спросил Ханли холодным голосом. «Я, естественно, не посмею просить вас напрямую противостоять гильдии, но я буду вечно благодарен, если вы сможете спасти часть моего народа и сохранить родословную моего острова темной завесы», — умолял Ломен отчаявшимся голосом. «Возможно, есть другой способ, но я не уверен, что он сработает», — сказал Ханли, и в его глазах появился задумчивый взгляд. «Что это?» — торопливо спросил Ломен.
Как насчет того, чтобы я отправился на это задание вместо тебя? Спросил Ханли. Ломен слегка опешил, услышав это, после чего на его лице появилось недоверчивое выражение. Как я уже упоминал, все задания, выпущенные гильдией, чрезвычайно опасны. Ты уверен, что хочешь пойти? Собрат Даослю? Ханли помолчал немного, прежде чем ответить правдиво. По правде говоря, после того, как я услышал твое описание гильдии странников, мне кажется, что эта организация будет мне очень полезна. Поэтому мне нужна личность, которая позволит мне оставаться в гильдии. Если эта маска может полностью скрыть мою ауру и внешность, то, я уверен, никто не заметит, даже если я пойду вместо тебя, верно? Глава 102. Время вышло. Это было бы идеально. Члены гильдии странников заботятся только о маске, а не о человеке. Даже если они знают, что под маской находится другой человек, до тех пор, пока маска не уничтожена, они все равно примут замену. Кроме того, строго запрещено разглашать личности членов гильдии, так что еще труднее будет кому-либо узнать, что меня заменили, сказал Ломен с облегченной улыбкой, но его слова прервались, и он казался очень слабым. Чрезвычайно тонкая струйка черного тумана медленно просочилась из его плеча, а затем начала раскачиваться из стороны в сторону, как прядь водорослей. Я не могу долго поддерживать эту форму. Собрат Даослю. Если у вас есть еще вопросы, то задавайте их сейчас, пока не поздно, сказал Ломен с кривой улыбкой, поворачиваясь, чтобы взглянуть на струйку черного тумана, выходящую из его плеча. Еще одна струйка черного тумана начала просачиваться из его икры, пока он говорил. Мне больше нечего тебя спрашивать. Если у тебя есть предсмертные желания, то скажи мне. Я не откажусь от них, пока они в пределах моих возможностей, сказал Ханли, покачав головой. Ломен посмотрел на небо и пробормотал: просто сдержи свое обещание защищать мой народ. Я не посмею просить у тебя большего. Если мой клан Ло когда-нибудь сможет возродиться, я буду в восторге. Его голос постепенно становился все слабее и слабее, а его тело начало искажаться и исчезать, рассеиваясь на струйки черного тумана, которые быстро исчезли. Ханли был немного ошеломлен, глядя на то место, где только что исчезла душа Ломена. Он не мог не быть тронут преданностью Ломена своему народу, даже после смерти. Только спустя долгое время он пришел в себя и сделал хватательное движение, чтобы притянуть к себе бычью маску. На этот раз маска сохранила свою существенную форму и послушно прилетела ему в руку. На лице Ханли появилось задумчивое выражение, когда он немного рассеянно рассматривал странные узоры на маске. Прошло почти месяц. В районе моря, находящемся в бесчисленных километрах от острова Темной Завесы, темно-серые тучи заполнили все небо, и неистовые порывы ветра непрерывно выли, вздымая огромные волны. Полоса лазурного света пронзила волны, как несравненно острый меч, разрезая их на части и разбрасывая во все стороны большие объемы воды. Внутри полосы лазурного света находился Ханли, черты лица которого были скрыты за синей маской быка, которую он носил, но его острые и пронзительные глаза были видны сквозь отверстия для глаз на маске. На поверхности моря в нескольких десятках километров впереди находился круглый остров радиусом не более полукилометра. Если смотреть на остров издалека, он напоминал зеленый лист, качающийся на волнах, и это было его место назначения — остров морского инжира. Ханли немного замедлился, и после того, как он пролетел еще около 10 километров, остров постепенно стал четче виден в его поле зрения. На всем острове росло множество фиговых деревьев, образующих обширные заросли пышной зелени. Массивные кроны деревьев переплетались между собой, образуя гигантский полог над всем островом, с бесчисленными ветвями толщиной с руку взрослого человека, которые наслаивались друг на друга, образуя прочную деревянную стену. Бесчисленные тонкие и длинные боковые корни свисали с этих густых скоплений ветвей, напоминая бороду старика. Некоторые из них уходили в почву внизу, а другие спускались в морскую воду. Ханли пролетел над островом, прежде чем остановиться в воздухе и осмотреть его издалека. Земля на острове была усеяна серым птичьим помётом, но в лесу не было видно ни одной морской птицы. Кроме того, единственный звук, который он мог слышать, исходил от свиста ветра сквозь ветви фиговых деревьев, и весь остров был аномально тихим. Именно в этот момент рядом с ушами Ханли раздался холодный голос: «Змей-15, почему ты не входишь на остров?» Ханли был слегка ошеломлен этим голосом, так как он исходил из маски, которую он носил, а не с острова. Он больше не медлил и спустился на остров. Почва на острове была очень мягкой и суглинистой, и каждый шаг, который делал Ханли, оставлял под ним след. Он прошел сквозь просветы в густом лесу, чтобы добраться до центра острова, оставляя за собой следы. В центре острова росло огромное фиговое дерево, которое 3 человека могли бы обхватить руками.
Все боковые корни, свисающие с его ветвей, были убраны, чтобы освободить довольно просторную площадку. На площадке было несколько фигур, которые стояли или сидели вокруг ствола дерева. Ханли бросил взгляд на группу, и его внимание сразу же привлек мужчина в красной робе, сидящий прямо перед гигантским деревом. На мужчине была алая маска дракона, на поверхности которой также было выгравировано множество странных рун, а на переносице маски странными символами была выгравирована цифра 3. Это был Змей 3. Сердце Ханли слегка ёкнуло, когда он это осознал, но он ничего не сказал. Змей 3 лишь мельком взглянул на Ханли, а затем отвел взгляд, не проявляя никакого желания разговаривать с ним. Ханли, естественно, тоже не собирался заводить разговор и перевел взгляд на остальных. Одна из фигур, собравшихся вокруг дерева, была слегка сгорбленной и носила свободную фиолетовую робу и синюю маску козла, на которой была выгравирована цифра 9. Фигура сидела на корточках, уставившись на что-то на земле, даже не удосужившись бросить взгляд в сторону Ханли. Недалеко от фигуры в фиолетовой робе стоял высокий и широкоплечий мужчина в синей маске тигра, но он казался более доступным и слегка кивнул Ханли. Ханли ничего не сказал, когда перевел взгляд на цифру 6 на маске мужчины и кивнул в знак признательности. Слева от дерева стояла элегантная женщина в сетчатом платье с маской совы на лице. Она прислонилась к стволу фигового дерева, скрестив свои стройные руки перед грудью, и когда она повернулась, чтобы взглянуть на Ханли, он мельком увидел цифры 2 и 1 на ее маске. Позади нее, с другой стороны фигового дерева, из-за дерева выглянула голова в синей маске орла с цифрами 2 и 5, чтобы взглянуть на Ханли, а затем быстро спряталась обратно за дерево. Также на правой стороне фигового дерева на ветке висела худощавая фигура в маске обезьяны с выгравированной на ней цифрой 8. Почувствовав взгляд Ханли, худощавая фигура также повернулась, чтобы посмотреть на него своими желтыми глазами сквозь отверстие в маске. Под фигурой в маске обезьяны сидел худой мужчина в синей робе и маске медведя. Он сидел в вертикальном положении, медитируя с закрытыми глазами, а на переносице его маски были выгравированы цифры 1 и 3. Возможно, это было связано с правилами гильдии странников или по какой-то другой причине, но никто ни с кем не разговаривал, и даже Змей 3 никому ничего не говорил. Ханли быстро выбрал место, чтобы сесть, затем закрыл глаза и начал медитировать. 8 дней пролетели в мгновение ока, и за это время никто больше не появился, но никто и не ушел и не заговорил. Атмосфера была очень необычной. Утром 8-го дня, как раз когда первый луч восходящего солнца упал на остров, Змей 3 внезапно слегка поднял голову, затем встал с земли и довольно жестким голосом объявил: время вышло, все быстро встали. Услышав это, и худой мужчина в маске обезьяны, который все это время сидел на ветке дерева, немедленно спрыгнул вниз. Именно в этот момент полоса света внезапно устремилась к острову издалека, а затем, подобно астероиду, рухнула с неба, прежде чем врезаться в остров. Весь остров сильно содрогнулся, и все ветви деревьев непрерывно зашелестели. Полоса света исчезла, открывая коренастую фигуру в маске кабана. Как только он ступил на остров, он тут же бросился к его центру, ломая на своем пути все ветви и боковые корни, как шар для сноса зданий. Прибыв на поляну, мужчина бегло осмотрелся, а затем во все горло заорал: «Кто из вас Змей 3?» Затем он без всякого стеснения обвел взглядом всех присутствующих, прежде чем его взгляд, наконец, остановился на мужчине в красной робе. «Значит, ты Змей 3. Поскорее объявляй задание, у меня еще есть дела после этого», — громко сказал мужчина в маске кабана. «Ты опоздал, Змей 32», — холодно произнес Змей 3. «Да ладно тебе, я опоздал всего на несколько минут. Поскорее объявляй задание». «У меня нет времени здесь прохлаждаться», — нетерпеливо сказал мужчина в маске кабана, пренебрежительно махнув рукой. Внезапно дурное предчувствие закралось в сердце Ханли, и он рефлекторно сделал шаг назад. В следующее мгновение над телом Змея 3 внезапно появился слой красного света, затем он превратился в алое пламя, которое охватило его с головы до ног. Затем из его тела вырвалась обжигающая тепловая волна, заставив всех броситься отступать. Сразу же после этого он резко рванулся вперед, вытянув одну руку перед собой, как лезвие, направленное прямо в грудь мужчины в маске кабана. Перед лицом внезапной атаки Змея 3 мужчина в маске кабана отреагировал чрезвычайно быстро, сделав шаг назад и сложив руки в печать, чтобы вызвать слой белого света над своим телом. В то же время перед ним появился белый восьмиугольный щит. Щит был изрыт ромбовидными узорами, и от его поверхности исходил слой ослепительного белого света, испускающий всплески колебаний закона. Несмотря на то, что мужчина в маске кабана довольно торопился с принятием защитных мер, Ханли заметил, что колебания закона, исходящие от его щита, были еще сильнее, чем те, которые мог собрать Хань Цу. Раздался глухой удар, и, к всеобщему удивлению, не было никакого оглушительного столкновения. Вместо этого исход битвы был решен после одного единственного удара.
всеобщему шоку и ужасу, рука Змея-3 уже пронзила восьмиугольную маску и вонзилась прямо в сердце мужчины в маске кабана. Из отверстия на его груди поднимались клубы белого дыма, а мышцы вокруг него уже полностью расплавились, стекая с его тела, как расплавленная лава. За открытое неповиновение приказам гильдии и опоздание статус члена Змея-32 аннулирован, холодно сказал Змей-3, медленно отдергивая руку. Как только его голос затих, руны на маске кабана начали светиться ослепительным светом, после чего маска рассыпалась в прах, прежде чем исчезнуть. Под маской открылось лицо, искаженное шоком и агонией, и казалось, что даже в тот момент, когда мужчина в маске кабана встретил свою гибель, он все еще не мог поверить, что не смог выдержать даже одной атаки своего противника. Глава 103. Хозяин острова Красной Луны. Верхняя часть головы мужчины в маске кабана внезапно раскрылась, из нее вылетела голубая зарождающаяся душа с ужасом на лице, пытаясь скрыться вдали. Змей-3 щелкнул пальцем по воздуху, даже не взглянув на душу, и выпустил огненный шар, который мгновенно исчез в воздухе. Почти в 10 километрах оттуда полоса огня настигла голубую душу в одно мгновение. Раздался глухой удар, и душа Змея-32 взорвалась вспышкой голубого света, прежде чем исчезнуть из существования. Все замолчали, услышав это, но никто не мог видеть выражение лиц других из-за масок. Змей-3 обвел всех взглядом, и в его глазах не было ни капли страха. Вместо этого его взгляд был совершенно отстраненным и апатичным, как будто он смотрел на кучу неодушевленных предметов. Как будто в его глазах окружающие его люди ничем не отличались от камней и деревьев на острове или были просто инструментами в его распоряжении. «Ваша миссия — убить хозяина острова Красной Луны Гун Шухуна», — холодным голосом объявил Змей-3. Это заявление было встречено с удивлением, и у нескольких человек в группе явно возникли сомнения по поводу цели миссии. Брови Хань Ли под маской быка также слегка нахмурились. Он слышал о Гун Шухуне от Ло Фэна раньше, и это определенно была нелегкая цель для убийства. По словам Ло Фэна, Гун Шухун был могущественным земным бессмертным со средней стадией культивации истинного бессмертного. Он совершенствовал законы крови, которые были чрезвычайно редкой ветвью законов воды, и он был известен по всему морю Черного ветра своей жестокостью и кровожадностью. Учитывая, насколько он был порочен и жесток, у него определенно было много врагов, но он был не только чрезвычайно грозен, но и сила законов, которые он культивировал, также была чрезвычайно сложной, поэтому никто не осмеливался преследовать его. Хань Ли определенно не ожидал, что такой грозный персонаж станет целью их миссии. Змей-3, при всем уважении, остров Красной Луны всегда был очень таинственным местом и очень редко взаимодействует с другими островами. К тому же, по какой-то причине, остров ушел в изоляцию несколько тысяч лет назад, и всем внешним культиваторам запрещено ступать на него, если их присутствие на острове не считается необходимым хозяином острова. «Говорят, что все нарушители без исключения казнятся», сказал Змей-8 в маске козла довольно неуверенным тоном. «Вам не о чем беспокоиться. Гильдия уже отправляла людей для проникновения на остров, и они принесли много информации. Мы бы подождали, пока нам удастся узнать больше об острове, прежде чем выпускать эту миссию, но полмесяца назад высшие чины гильдии отдали приказ убить Гун Шухуна как можно скорее», сказал Змей-3, взглянув на Змея-8. «Насколько я слышал, Гун Шухун занимает одно из первых мест среди всех хозяев островов во всем море Черного ветра, уступая только хозяевам центральных островов. Кроме того, ему служат многие ложные бессмертные, поэтому его не следует недооценивать», мрачным голосом сказал Змей-16 в маске тигра. Его мнение тут же поддержала женщина в маске совы, которая сказала: «Действительно. Кроме того, как земной бессмертный, он будет на пике своих сил на острове, которым он правит. Если мы опрометчиво отправимся на его остров, мы можем... Что за чушь? Эти так называемые земные бессмертные всего лишь потерпевшие неудачу бессмертные, которые не обладают способностями для продолжения каких-либо других путей совершенствования. Только в таком жалком месте, как ваше море Черного ветра, такого, как он, считают грозной целью», усмехнулся Змей-3 с явным оттенком насмешки в голосе. Хань Ли все это время молча наблюдал, и он заметил, что и Змей-8, и Змей-9 очень слабо отреагировали на то, что они только что услышали, как будто возражая против уничижительных слов Змея-3. Однако ни один из них не выразил своего недовольства после этого. «Позвольте мне прояснить. Если в этой миссии будут дезертиры или трусы, которые постоянно отстают, вас ждет та же участь, что и Змея-32», холодно предупредил Змей-3. Несмотря на то, что все были в масках, некоторые из них не могли не обменяться взглядами, и по их невербальному общению было ясно, что все они молились о лучшем. Змей-3 не обратил внимания на реакции всех, когда взмахнул рукой по воздуху, и в небе мгновенно появился взрыв красного света. Из света раздался драконий рев, и появился летающий ковчег в форме дракона длиной примерно 90 метров. Весь он был огненно-красного цвета, а в передней части ковчега находилась фигура, вырезанная в форме головы дракона.
Весь ковчег был покрыт гладкими золотыми духовными узорами, а также гравюрами огненных облаков, что указывало на то, что это было необычное сокровище. Змей-3 подпрыгнул в воздух, прежде чем приземлиться перед духовным ковчегом, после чего его слегка жесткий голос снова раздался. «Чего вы все ждете? Это приобретенное бессмертное сокровище». Как и ожидалось от бессмертного его калибра, не мог не похвалить Змей-9 в маске козла, глядя на огненно-красный духовный ковчег, а затем запрыгнул на него вслед за Змеем-3. Все остальные тоже поднялись в воздух, и в глазах многих из них появился оттенок зависти, когда они услышали то, что только что сказал Змей-9. Большинство собравшихся здесь были ложными бессмертными, и у них не только не было ни одного бессмертного сокровища, которым можно было бы поделиться, но и почти никто из них никогда его раньше не видел. Хань Ли тоже был несколько озадачен, и он не мог удержаться, чтобы не бросить несколько дополнительных взглядов на духовный ковчег. После того, как все запрыгнули на борт, Змей-3 сделал ручную печать, прежде чем бросить серию заклинаний в духовный ковчег, и весь ковчег мгновенно загорелся ярко-красным светом, когда над его поверхностью появились палящие алые огни, напоминающие несколько парящих огненных драконов, которые быстро унесли ковчег вдаль. Скорость, с которой двигался ковчег, была поистине поразительной. Прошло несколько дней. Полоса огненно-красного света пронеслась по небу над бурным синим морем, а затем внезапно остановилась в воздухе, открывая внутри летающий ковчег в форме дракона. На вершине ковчега стояло несколько фигур в масках, и это были никто иные, как члены гильдии странников, которые направлялись к острову Красной Луны. В этот момент Хань Ли стоял с одной стороны ковчега, глядя на большой остров, находящийся почти в 100 километрах от него. Назвать его островом было немного несправедливо, так как он был во много раз больше острова Темной Завесы и напоминал огромный континент. Вот некоторая информация об острове Красной Луны. «Взгляните сами», — бесстрастным голосом сказал Змей-3. Затем он взмахнул рукой по воздуху, выпуская несколько белых нефритовых табличек, которые полетели к Хань Ли и остальным. Хань Ли принял одну из нефритовых табличек, затем взглянул на всех вокруг и увидел, как несколько человек прижимают свои нефритовые таблички к лобовой части своих масок. Он сделал то же самое, и, конечно же, как только нефритовая табличка была прижата к его маске, в его сознании мгновенно появилась серия изображений и текста. Осмотрев содержимое нефритовой таблички на мгновение, брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он обнаружил, что остров Красной Луны был еще больше, чем он ожидал. Он действительно был похож на континент. Змей-3, я полагаю, что эти 6 или 7 мест, отмеченных на карте в нефритовой табличке, должны быть местами, где Гун Шухун с наибольшей вероятностью появится. В какое из них нам отправиться первым? Спросил Змей-9 в маске козла. Чтобы как можно скорее установить его местонахождение, мы разделимся на 3 группы и проникнем на остров с востока, запада и юга. Каждая группа сначала исследует ближайшие к ней отмеченные точки, а затем постепенно продвигается к центру острова, пока мы не выследим его, без колебаний ответил Змей-3. Услышав это, сердце Хань Ли слегка дрогнуло. Он уже предвидел такого рода договоренность, и на самом деле он больше всего хотел, чтобы его отделили. На самом деле, идеальной ситуацией было бы для него уйти самому, но, очевидно, это было невозможно. Конечно же, Змей-3 продолжил. Змей-8, Змей-13, Змей-21, вы трое сформируете группу во главе со Змеем-8, и вы войдете на остров с востока, чтобы исследовать отмеченные точки на восточной стороне. Змей-8 в маске обезьяны сжал кулак в знак приветствия, чтобы принять приказ. Мужчина в маске медведя и женщина с маской совы также кивнули в ответ, прежде чем присоединиться к Змею-8 в тишине. Затем Змей-3 обвел взглядом оставшихся членов гильдии и продолжил. Змей-9, Змей-15, Змей-16, вы трое сформируете группу во главе со Змеем-9, и вы войдете на остров с запада. Можете рассчитывать на меня, Змей-3, заявил Змей-9 в маске козла с почтительным салютом. Хань Ли и мужчина в маске тигра обменялись взглядами, а затем присоединились к Змею-9. Змей-3 даже не потрудился взглянуть на Змея-9. Вместо этого он повернулся к мужчине в маске орла и сказал: «Змей-25, ты можешь сопровождать меня и войти на остров с юга». Змей-25 слегка хриплым голосом принял приказ, а затем направился к Змею-3. Гун Шухун искусен в законах крови, поэтому он чрезвычайно чувствителен к аурам. Кроме того, по всему острову установлены ограничения наблюдения. При обычных обстоятельствах нам не о чем беспокоиться, так как наши маски могут скрыть наши ауры, но если мы будем слишком беспечны с использованием нашего духовного чувства, то есть очень хороший шанс, что нас могут обнаружить. Следовательно, не используйте свое духовное чувство после входа на остров, если в этом нет крайней необходимости, строгим голосом сказал Змей-3. Да, все ответили в унисон. И последнее, если кто-нибудь из вас найдет Гун Шухуна раньше меня, не вступайте с ним в бой и немедленно сообщите мне, используя свою маску.
Хотя очень маловероятно, что он сможет обнаружить нас, когда мы используем наши маски в качестве меры предосторожности. Убедитесь, что вы также используете свои маски только тогда, когда это абсолютно необходимо, продолжил Змей-3. Мы обязательно будем иметь это в виду, Змей-3, тут же почтительным голосом сказал Змей-9. Хань Ли положил руку на свою маску, и он вдруг вспомнил, как Змей-3 передал ему свой голос через маску по прибытии на остров морского инжира. Казалось, что эта маска действительно была довольно таинственным сокровищем. «Начнем», — заявил Змей-3, а затем взмахом руки убрал духовный ковчег. Затем он протянул руку, чтобы схватить Змея-25, прежде чем умчаться на восточную сторону острова. Змей-8 и его группа также улетели полосами света. Змей-9 взглянул на Хань Ли и Змея-16, а затем отправился на запад, за ним последовали Хань Ли и Змей-16. Однако примечательно то, что они были значительно медленнее остальных. Глава 104. Паломничество. Троица Хань Ли вскоре достигла назначенной точки входа, пляжа на западном побережье острова Красной Луны. К их удивлению, местность оказалась совершенно безлюдной. Впрочем, вспомнив, что остров Красной Луны тысячи лет находился в изоляции от внешнего мира, они сочли это не столь уж удивительным. Охранные ограничения, установленные здесь, были хитроумно замаскированы, но для трио бессмертных, подобных им, избежать их не составило труда. Тем не менее, они не смели терять бдительность и продолжали скрывать свои ауры, направляясь к первой цели на карте, месту под названием «Город небесной воды». В этот момент небо заволокло плотным покрывалом облаков, что позволило троице путешествовать еще более незаметно. Пролетая по воздуху, Хань Ли изучал окружающую среду острова и обнаружил, что западная часть острова была довольно плоской, с небольшим количеством холмов или гор. Большая часть местности здесь состояла из равнин, и повсюду, куда ни глянь, простиралась пышная зелень. Возможно, это было связано со свойствами местной почвы, но все деревья на острове имели багровый цвет. Листья деревьев непрерывно шелестели на морском ветру, создавая зрелище, напоминающее мерцающее море огня. Через некоторое время троица наконец вылетела из леса, и впереди показалась равнина. В нескольких десятках километров от леса находился большой город, и даже издалека они могли видеть слова «Кленовый морской город», выгравированные на табличке над городскими воротами. Внезапно Змей-9 поднял руку и замер на месте. Хань Ли и Змей-16 тут же последовали его примеру. «Ты что-то увидел?» — спросил Змей-16, осматривая окрестности. «Это первый город, с которым мы столкнулись после входа на остров, так почему бы нам не воспользоваться этой возможностью, чтобы определить наше местоположение? В конце концов, карта, предоставленная нам Змеем-3, не точна, поэтому давайте убедимся, что мы не сбились с пути», — сказал Змей-9. «Хорошая идея», — кивнул Змей-16. Хань Ли, естественно, тоже не возражал. К этому моменту они летели почти целый день, так что действительно нужно было определить свое местоположение. Таким образом, троица спустилась на землю и направилась к городу. Однако, подойдя к городу, они с удивлением обнаружили, что городские ворота не только плотно закрыты, но и из города не доносится ни звука. Это был, безусловно, не маленький город, но он казался совершенно безлюдным. Будьте начеку, это может быть ловушка, устроенная врагом. Предупредил Змей-9 голосовой передачей. Хань Ли и Змей-16 кивнули в ответ, и все трое осторожно приблизились к городу. Убедившись, что за пределами города нет никаких ограничений, они перепрыгнули через городскую стену. Вспомнив слова Змея-3, они воздержались от высвобождения своего духовного чувства, чтобы осмотреть состояние города. Однако, осмотрев город другими средствами, они не заметили ничего необычного. Похоже, это действительно просто пустой город. «Кажется, я был слишком осторожен», — размышлял Змей-9. Как странно. Этот город не выглядит очень старым, поэтому он должен был быть заселен совсем недавно. И не похоже, чтобы на него напали. Так почему же здесь никого нет? Спросил Змей-16 озадаченным голосом. Брови Хань Ли тоже слегка нахмурились в недоумении. С помощью своих глаз духовного прозрения он увидел, что многие дома в городе пусты, а некоторые магазины плотно закрыты. Однако было много признаков недавней человеческой деятельности, так что действительно казалось, что жители города ушли совсем недавно. Ветер дул по пустым улицам, заставляя открытые двери и окна скрипеть и хлопать. Время от времени мимо пробегала бродячая кошка или собака, но это были единственные признаки жизни в городе. В любом случае, то, что здесь произошло, не имеет к нам никакого отношения. Мы уже подтвердили наше местоположение, так что пора уходить. Мы должны ставить нашу миссию превыше всего, сказал Змей-9, явно не желая расследовать, что здесь произошло. Хань Ли и Змей-16 кивнули в ответ. У них тоже не было никакого интереса к таким тривиальным вещам.
Таким образом, все трое покинули город и продолжили свой путь. Покинув город, местность впереди становилась все более и более плоской, и вскоре впереди показался пышный луг. По лугу бродили и паслись многочисленные коровы и овцы, но по-прежнему не было видно ни одного человека. На самом деле, они не обнаружили людей даже в маленьких деревнях, разбросанных по лугу. В конце луга находился еще один город, и, столкнувшись с пустынным кленовым морским городом и всеми этими пустыми деревнями, троица не собиралась останавливаться в городе, но все же рефлекторно взглянула на него. В результате они снова с удивлением обнаружили, что этот город тоже пуст. Почему этот город тоже совершенно пуст? Спросил Змей-16 озадаченным голосом. Змей-9 немного подумал, а затем предположил: возможно, в этом районе недавно что-то случилось, поэтому всех эвакуировали. Если следующий город тоже окажется пустым, то, я думаю, нужно будет сообщить остальным о том, что мы видели, сказал Ханли. Подождем и посмотрим. Согласно карте, менее чем в 1000 километров впереди есть еще один большой город, кивнул Змей-9. И действительно, вскоре впереди появился еще один город. Это место называлось «Город тишины и покоя», и это был довольно большой город размером в несколько сотен километров. К удивлению троицы Ханли, в этом городе все было нормально. Длинные очереди людей входили и выходили из городских ворот, все магазины в городе были открыты, представляя собой оживленное и шумное зрелище. Помимо смертных, здесь было также много низкоуровневых культиваторов, что резко контрастировало с двумя предыдущими пустынными городами. Змей-16, казалось, немного расслабился, увидев это, и предположил шутливым голосом: здесь довольно много людей. Может быть, все жители двух других городов пришли сюда, однако брови Ханли слегка нахмурились в недоумении. Этот город находился недалеко от предыдущего, так почему же здесь ситуация так сильно отличалась? Эти два предыдущих пустынных города очень странные. Должны быть какие-то аномальные обстоятельства, которые привели к тому, что эти два города опустели, поэтому я думаю, что лучше всего провести быстрое расследование. У нас сейчас более чем достаточно времени, и мы также можем собрать некоторую информацию об острове в этом городе, предложил Ханли. Змей-15 прав. Бережёного Бог бережет, согласился Змей-16. Хорошо, в таком случае давайте сделаем краткую остановку в этом городе, но будьте все время начеку, сказал Змей-9, указывая на площадь в центре города. В центре площади стояла багрово-красная статуя, излучавшая тусклый кроваво-красный свет, который охватывал территорию радиусом более 300 метров. Все люди поблизости, независимо от того, были ли они смертными или культиваторами, относились к статуе с большим почтением, почтительно кланяясь, проходя мимо. Однако ни один из совершенствующихся в городе не был очень продвинут в своей базе культивации, даже самый могущественный из них находился только на стадии формирования ядра. Ханли, естественно, тоже уже заметил статую, и это была обычная статуя, используемая земными бессмертными для сбора силы веры. Как земному бессмертному, ему не было ничего необычного в том, что Гун Шухун установил такие статуи на своем острове. Однако, согласно информации, собранной гильдией странников, искусство совершенствования, которое использовал Гун Шухун, было довольно особенным и, казалось, позволяло ему вести наблюдение с помощью этих статуй. Поэтому их предупредили, чтобы они не поднимали шума ни в одном из городов острова, чтобы не предупредить Гун Шухуна об их присутствии. Однако Хань Ли всегда сомневался в этих утверждениях. В последнее время он прочитал много писаний об этих статуях, и, согласно всему, что он прочитал, эти обычные статуи были всего лишь особыми сосудами для сбора силы веры. Они не были аватарами земного божества, поэтому у них не было никаких чувств. Однако он, естественно, не собирался без причины идти против инструкций гильдии странников. Троица приземлилась в укромном месте за пределами города, а затем использовала ограничения в своих масках, чтобы изменить свою внешность, превратившись в 3 совершенно непримечательных торговцев, прежде чем войти в город вместе со всеми остальными. Несмотря на то, что их ауры были скрыты масками, они все же максимально сдерживали свои ауры. Глядя на оживленную и шумную сцену вокруг, Хань Ли не мог не вспомнить то время, которое он провел, путешествуя по царству духовной сферы с Люлэр. В то время он все еще находился в психически неполноценном состоянии, но ему удалось сохранить эти воспоминания. В такой жестокой среде, как мир совершенствования, было очень трогательно, что такая маленькая девочка, как она, искренне заботилась о нем и ухаживала за ним, как за родным братом, и в ней Хань Ли чувствовал, как будто он видит слабую тень своей младшей сестры, воспоминания о которой уже стали довольно расплывчатыми в его сознании. Хань Ли не мог не задаться вопросом, куда же все таки забрали Люлэр. Внезапно его вырвал из размышлений голос Змея-16. «Вон там впереди ресторан. Почему бы нам не заглянуть туда?» Хань Ли тут же пришел в себя и посмотрел вперед, увидев трехэтажный ресторан, который, казалось, процветал. Как только троица вошла в здание, их тут же встретил энергичный официант. «Мы хотели бы немного уединения, так что отведите нас в кабинку», распорядился Змей-16, прежде чем официант успел что-либо сказать. «Конечно».
«Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал официант, проводя троицу в элегантную кабинку на втором этаже. «Мы бы хотели 2 кувшина теплого вина и несколько лучших блюд вашего ресторана, и побыстрее. Вот это серебро, сдачу можешь оставить себе». Усевшись, Змей-16 достал серебряный слиток и бросил его официанту. Внимание Хань Ли и Змея-9 привлек Змей-16, когда они стали свидетелями этого взаимодействия, и они подумали про себя, что он, похоже, постоянный посетитель подобных мест. Официант радостно принял серебряный слиток, затем дал утвердительный ответ и быстро вышел из комнаты. Змей-16 был слегка смущен вниманием, которое ему уделяли Хань Ли и Змей-9, и сказал: «Прошу прощения, товарищи даосы. Я уже давно превзошел необходимость в еде и питье для поддержания жизни, но, к своему стыду, я так и не смог побороть свою тягу к смертной пище. Не нужно извиняться, товарищ даос. У каждого свои предпочтения. Теперь, когда ты упомянул об этом, я тоже начинаю скучать по еде, которой когда-то наслаждался, будучи смертным, так что это прекрасная возможность возродить некоторые из тех прошлых воспоминаний», — усмехнулся Змей-9. Официант быстро вернулся с блюдом, на котором были разложены всевозможные блюда и вино. Еда и напитки, подаваемые в ресторане, были довольно аппетитными, и как вино, так и блюда источали манящие ароматы. Змей-16 разлил всем вино по чашкам, а затем быстро осушил 2 чашки подряд, и на его лице появилось блаженное выражение. На лице Хань Ли тоже появилась слабая улыбка, когда он увидел это, и он тоже сделал небольшой глоток вина из своей чашки. «Я оставлю вас наслаждаться трапезой. Не стесняйтесь звать меня, если вам что-нибудь понадобится». Официант повернулся, чтобы уйти, но его остановил Змей-16. «Подожди секунду. Вам что-то еще нужно?» — спросил официант, поворачиваясь обратно. «Мы 3 торговцев, которые прибыли с юга, и по пути сюда мы проезжали мимо Кленового морского города и города Чернильного лица, но оба эти города были совершенно пустынны. Ты знаешь, почему так?» — спросил Змей-9 с улыбкой. «Все жители этих 2 городов были вызваны в город Красной Луны на паломничество не так давно, поэтому они, естественно, пустынны», — ответил официант с улыбкой. Глава 105. Связи. Паломничество. «Что это?» — рефлекторно спросил Змей-16. Брови Змея-9 тут же слегка нахмурились, и он повернулся к Змею-16 с недовольным выражением лица. Змей-16 тоже осознал свою ошибку, и на его лице появилось смущенное выражение. Паломничество это официант как раз собирался ответить, когда его выражение лица внезапно резко изменилось, и он закричал: «Вы не знаете о паломничестве. Вы чужаки!» 2 полупрозрачных луча света мгновенно вонзились в голову официанта, и его голос тут же оборвался, а в глазах появилось ошеломленное выражение. Прямо перед тем, как официант начал кричать, Змей-9 уже создал синий световой барьер, который охватил всю кабинку, чтобы предотвратить выход любого звука. «Прошу прощения», — сказал Змей-16 со смущенным выражением лица. «Ничего страшного». «Хорошо, что Змей-16 смог так быстро отреагировать», — сказал Змей-9, пренебрежительно махнув рукой. «Продолжай, расскажи нам, что это за паломничество», — подсказал Хань Ли. Он наложил на официанта небольшое заклятие. Заклятие было очень слабым, так как он не мог использовать духовное чувство, но его было более чем достаточно для такого смертного, как официант. Паломничество — это традиция, существующая с древних времен. Раз в 60 лет жители каждого города партиями доставляются своими городскими лордами в город Красной Луны, где им проповедует Святой Владыка. Год паломничества также известен как Святой год, ответил официант роботизированным голосом. Если они идут только для того, чтобы увидеть Святого Владыку, то почему им приходится паковать все свои вещи, как будто они переезжают? Спросил Хань Ли. Потому что каждый хочет быть избранным. Святой Владыка дарует свое благословение счастливым избранным, предоставляя им более плодородные земли, без колебаний ответил официант. Кто такие избранные? И что происходит с теми, кто не избран? Спросил Хань Ли. Избранные — это самые преданные последователи Святого Владыки. Это самая высокая честь, которую можно получить. Что же касается тех, кто не избран, то они могут только вернуться в свои родные города, сказал официант, и в его глазах промелькнул оттенок тоски. Троица Хань Ли переглянулась, и все они увидели свое собственное удивление, отраженное в глазах друг друга. Это объясняло пустынные города, а что касается Святого Владыки, о котором говорил официант, то это почти наверняка был Гун Шухун. «Что еще ты знаешь о Святом Владыке?» — спросил Змей-9. «Святой Владыка дарует нам плодородные земли и защищает нас из поколения в поколение», официант перечислил длинный список того, что делал этот предполагаемый Святой Владыка, но ни одна из этой информации не была полезна троице Хань Ли.
Ханли покачал головой, прерывая бессмысленную болтовню официанта, и спросил: «Вы все, похоже, очень враждебно настроены по отношению к чужакам. Это часть учений святого владыки, верно? Все чужаки — это зловещие дьяволы, которые жаждут плодородных земель нашего острова Красной Луны. Если мы обнаружим чужаков, мы должны немедленно сообщить об этом нашим городским лордам и убить этих чужаков», — ответил официант с ошеломленным выражением лица, но в его голосе проскользнули холодные и грозные нотки. Змей-16 холодно фыркнул, услышав это, а на лице Змея-9 появилось задумчивое выражение. Глаза Ханли слегка сузились, когда он задал еще несколько вопросов о святом владыке, но, к сожалению, официант был всего лишь смертным, который знал очень мало, поэтому Ханли не смог выкопать больше информации. Таким образом, он дал знак Змею-9 снять синий световой барьер в кабине, затем пропел заклинание, и в его глазах появился слабый блеск, который тут же исчез. Официант резко вздрогнул, в его глазах промелькнул проблеск ясности, и он огляделся слегка ошеломленным взглядом. «Ты можешь идти. Мы позовем тебя, если нам что-нибудь понадобится», — спокойно сказал Ханли. Он только что стер воспоминания официанта о последних нескольких минутах. «Приятного аппетита». Голова официанта все еще была немного затуманенной, и он извинительно улыбнулся, прежде чем выйти из кабинки. Так вот почему эти города опустели. «Похоже, мы слишком многого надумали», — сказал Змей-16 с улыбкой. Это может быть правдой, но тем не менее, нам удалось получить от него довольно интересную информацию. Учитывая, что все жители этих двух городов были вызваны на паломничество, разве это не означает, что Гун Шухун в настоящее время должен принимать паломничество в этом так называемом городе Красной Луны? Размышлял Змей-9. Ханли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица, и в его сознании всплыла информация об острове Красной Луны, содержащаяся в нефритовых табличках, которые им дал Змей-3. Карта, включенная в нефритовые таблички, была очень простой, и на ней было отмечено очень мало городов, но один из этих городов действительно назывался городом Красной Луны. Однако он находился довольно далеко от города Небесной Воды. Если эти смертные собирались принять участие в паломничестве, то, скорее всего, высокоуровневые культиваторы должны были доставить их в город Красной Луны каким-то особым способом. В противном случае, с той скоростью улитки, с которой могли передвигаться смертные, не было никакой гарантии, что они смогут добраться до города Красной Луны в этой жизни. Глаза Змея-16 внезапно загорелись, он явно пришел к тому же выводу и спросил, должны ли мы сообщить эту информацию остальным. Ханли немного подумал над этим предложением, а затем высказал свое мнение по этому вопросу. Учитывая, как легко нам удалось получить эту информацию, я уверен, что разведчики, посланные гильдией странников, уже смогли получить ту же информацию. В списке мест, где, по их мнению, Гун Шухун мог находиться в данный момент, не было города Красной Луны, и на это должна была быть причина. Возможно, то, что только что рассказал нам официант, было не более чем слухом. Змей-9 кивнул в знак согласия. «Я думаю, что мы должны следовать первоначальному плану и отправиться в город Небесной Воды, чтобы связаться с членами гильдии, скрывающимися в городе, а затем подумать, что делать дальше». Придя к консенсусу, все трое быстро покинули город тишины и покоя. После этого они прошли еще через множество городов, поселков и деревень, и около 30% из них были пустынны. Уже зная причину, по которой эти места были пустынны, все трое больше не делали остановок по пути. 3 дня спустя на бескрайних равнинах, простирающихся на тысячи километров, появился величественный черный город высотой более 30 метров. За пределами города находились тысячи гектаров плодородных полей, окруженных несколькими рукавами большой реки, впадающей в море, которые разделяли землю на участки сельскохозяйственных угодий различной формы и размеров. Главное русло реки было отведено искусственным каналом, который проходил через рисовое поле, а затем огибал весь город, образуя ров шириной более 30 метров. В данный момент было раннее утро, и подъемный мост, ведущий в город, еще не был опущен. За пределами города собралось бесчисленное множество смертных, несущих в руках, на плечах или на тележках различные товары, ожидающих открытия городских ворот. Среди них были 3 совершенно непримечательные фигуры в грубой льняной одежде с коническими шляпами на головах. Троица ничем не отличалась от обычных крестьян, живущих здесь. Это были никто иные, как троица Ханли, которая прибыла за пределы города и приняла маскировку. Свет восходящего солнца освещал большие иероглифы, которые составляли надпись «Город Небесной Воды» на табличке над городскими воротами, и в этот момент из города раздался громкий удар колокола. Сразу же после этого раздался звук движущихся механических частей, и тяжелый подъемный мост медленно опустился, привязанный к паре толстых черных цепей. Все, кто находился за пределами города, уже довольно долго ждали, и они начали входить в город по подъемному мосту.
По обе стороны от городских ворот стояли несколько культиваторов стадии зарождающейся души, несущих караульную службу, а возглавлял их культиватор стадии божественной трансформации. Все они были одеты в темно-синие мантии с вышитым на груди багровым полумесяцем. Хань Ли не мог использовать свое духовное чувство, чтобы осмотреть город, но он знал, что внутри должны быть еще более могущественные культиваторы. Наблюдая за предыдущими несколькими городами, они обнаружили, что остров Красной Луны был таким же, как и другие острова в море Черного Ветра, где культиваторы жили среди смертных в городах, и смертные, казалось, тоже привыкли к существованию совершенствующихся. Однако, похоже, что все совершенствующиеся стадии зарождающейся души и выше на острове носили эти синие мантии с изображением багровых лун, создавая впечатление, что все они принадлежат к одной секте. Войдя в городские ворота, над Хань Ли появилась слабая вспышка света. Он слегка поднял голову и обнаружил восьмиугольную диаграмму массива, выгравированную на кирпиче над его головой, с круглым медным зеркалом, встроенным в самый центр диаграммы. Из медного зеркала исходил луч слабого красного света, охватывающий всех, кто проходил под ним. Одного взгляда Хань Ли было достаточно, чтобы понять назначение массива. Скорее всего, это был массив, предназначенный для выявления культиваторов, которые намеренно выдавали себя за смертных, чтобы помешать им пробраться в город. Учитывая нынешний уровень знаний Хань Ли в области массивов, этот массив не был очень сложным или продвинутым. Любой, кто находится выше стадии Великого Вознесения, мог бы легко пройти под ним незамеченным, сделав несколько простых приготовлений. Однако, учитывая, насколько мощными были ауры культиваторов выше стадии Великого Вознесения, и если бы у них не было каких-либо особых сокровищ, чтобы скрыть свои ауры, они, скорее всего, были бы обнаружены еще при входе на остров, так что они даже не добрались бы до этого места. Хань Ли и остальные были выше стадии Великого Вознесения, и с эффектом сокрытия ауры этих масок им ни о чем было беспокоиться. Таким образом, все трое расслабленно следовали за толпой, медленно приближаясь к городу, и, проходя под массивом, свет в медном зеркале лишь кратковременно вспыхнул, прежде чем вернуться в норму, явно приняв их за смертных. Войдя в город, толпы людей начали расходиться в двух разных направлениях, и перед ними постепенно открывались виды и сцены города. Улица, которая находилась прямо перед ними, была заполнена магазинами и торговцами, а со всех зданий магазинов свисали различные флаги, предназначенные для привлечения покупателей. Однако было еще довольно рано, поэтому многие магазины еще не открылись, и на улицах из синего камня не было слишком много людей, кроме тех, кто только что вошел в город. Единственными открытыми магазинами были те, которые подавали завтрак ранним пташкам. Этот город был больше, чем любой другой город, через который троица Хань Ли проходила на острове Красной Луны, и весь город был разделен на 4 основные зоны двумя главными улицами, одна из которых шла с северо-востока на юго-запад, а другая с северо-запада на юго-восток. Троица Хань Ли следовала по одной из главных улиц в южную часть города, а затем свернула на меньшую тропинку. Пройдя более часа и сделав много поворотов, они оказались в укромном переулке. В переулке было очень тихо, и немногие дворы внутри были плотно закрыты. Из переулков не доносилось ни звука, и не было видно ни одного человека. Все трое направились к обычному на вид поместью в самой глубине переулка, а затем остановились. «Вот это место», — сказал Змей-9, взглянув на темно-красные двери поместья. Это поместье было тайным опорным пунктом, созданным членами гильдии странников, которые уже проникли на остров Красной Луны, и троица Хань Ли прибыла сюда, чтобы связаться с ними и получить разведданные. Змей-16 подошел к дверям поместья, а затем постучал в них с помощью дверных молотков, как это сделал бы любой обычный смертный, используя последовательность из 2 коротких ударов, за которыми следовал один длинный. Раздалось несколько глухих ударов, но ответа изнутри не последовало. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, и он как раз собирался использовать свое духовное чувство, чтобы оценить ситуацию, когда вспомнил предупреждение, которое им дал Змей-3. Змей-16 и Змей-9, естественно, тоже поняли, что что-то не так, но они тоже не использовали свое духовное чувство, явно испытывая те же опасения, что и Хань Ли. Змей-16 повернулся, чтобы посмотреть на Хань Ли и Змея-9 с подозрительным выражением лица, а глаза Хань Ли в ответ слегка сузились, но он ничего не сказал. Что же касается Змея-9, то он тоже помолчал, прежде чем жестом велел им обоим приготовиться к бою. Как раз в тот момент, когда все трое готовились ворваться силой, изнутри внезапно раздалась череда из 4 колокольчиков в условленной последовательности, 3 коротких и 1 длинный. Все трое слегка замешкались, когда снова обратили свое внимание на двери, и Змей-16 на мгновение задумался, прежде чем быстро постучать в дверь еще 3 раза, на этот раз с большей силой. Спустя несколько мгновений темно-красные двери распахнулись, образовав щель, достаточную для прохода человека, и изнутри высунулась голова мужчины средних лет. «Входите», — тихо сказал мужчина, взглянув на троицу Хань Ли.